Тема нашего сегодняшнего исследования — Тартария. Я посчитаю от 1 до 3, и вы подключитесь к информации, связанной с Тартарией. 1, 2, 3. Наташа, что это за название такое, Тартария? Саня, не могу считать, я наблюдаю, где это М? находится. Очень огромная территория. Мне идет это как, сейчас скажу, как центр Земли. Я Там, прошу тебя микрофон поближе подвинь, чтобы тебя было слышно. Мгм. извиняюсь, да, огромная территория. Эм, Идет как центр Земли информация. Эм, а, Центр Земли — это имеется в виду центр нашей соты, нашей ячейки, на Да, которой мы находимся, да, да? Мгм. да. Продолжай. Территория настолько огромная, что ну, то есть туда принадлежат э, многие народы. Это считалось как единая страна. То есть там, я считаю, это как бы даже не страна, а как бы вот такое огромное общество, где люди понимались и духовно развитые, очень возвышенно духовно развитые. Мгм. Причем развитые как не только духовно, строительство. Также существуют города, но они не в таком размере, как они сейчас. Они достаточно намного меньше. Но я наблюдаю, что люди живут также и на территориях за городами. Э, Очень много живут на природе, очень красивая природа. Э, как, как поселение или что-то Мгм. такое. Очень дружно общаются друг с другом. Какой-то обмен идет и знаниями, и каким-то товаром. Там нет такого какой-то зависти или что. Я так считаю, они очень добрые и просвещенные такие, стремятся к знаниям и добродушны друг к другу, не считываю зла или какого-то недоверия. Я даже, может, так, если я не ошибаюсь, считаю так, что они могут даже как мысли друг друга считывать. Э, я вижу, вроде бы они нормально общаются, разговаривают, но вроде бы как и ментальным они тоже владеют, знаешь. Телепатически Д общаются, да? да, и поэтому там невозможно что-то от кого-то скрыть, и поэтому все как на ладони. Фу. Мгм. Мгм. Таня, что ты считываешь? Мне пришла информация, что это страна от океана до океана. То есть вот такой протяженностью. Вот прям так и есть, от океана до океана. Мгм. И вот эта территория, она разделена как будто бы как пазл на квадратике. Я только не понимаю, что это, как бы города Какой или... смысл этого разделения, да? Да, 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 я пока не понимаю смысла этого разделения, но я понимаю, что вот как говорят, вот как в России, допустим, многонациональная типа страна, много народов. Вот я понимаю, что там как-то тоже какая-то смесь. То есть нет единой какой-то
какой-то национальности, что ли. Мгм. Какая-то вот перемешанные они какие-то все, как будто бы. И меня почему-то увлекло в какую-то хижину деревянную. Ну, даже не хижина, наверное, деревянный дом. И пытаются привлечь мое внимание кораблем в бутылке. То есть мне Мгм. крупным планом показывают корабль в бутылке, как вот прям до деталей. Мгм. Как такой А, сувенир, да? ну да, вот как Мгм. делают. И я смотрю, у этого корабля у него бордовые паруса, он деревянный, вижу вообще его до деталей. И я понимаю, что нахожусь, вот этот деревянный дом находится в районе океана и почему-то Тихого идет на, Мгм. ну как Мгм. вот на язык прям вот Тихий Да, океан. да, да. То есть Вот, да. А, и что еще интересно, вот этот корабль, он какой-то не очень обычный. То есть не такой, как мы привыкли видеть, типа лодка, парус, там несколько вот мгм. парусов, а он какой-то вот Опиши его. навороченный. Мгм. Опиши, что тебе привлекает. Во-первых, на среднем паруснике, на самом большом, то есть их несколько, На 5 центральном, мачт. да? Да, 5 Мгм. мачт. И вот на центральной мачте огромный парусник бордовый, ну вот паруса бордового цвета, такие они как прямоугольные, что ли. Ну, какого-то странного такого строения, и на нем какой-то символ желтый, но похож на какую-то печать. Круглый такой, прерывистый контур. И как-то не могу рассмотреть, что в центре, но вот как будто вот правда, вот как будто как печать какая-то вот Мгм. такое желтое. Очень интересное строение этого кораблика внизу. Какое-то странное, как вот это дно, оно какое-то странное, оно очень узкое. Таня, на Да, счете 3 ты перемещаешься на корабль в натуральную величину. Похоже на этот. 1, 2, 3. я уже здесь, он очень здоровый, огромный. Ты можешь перемещаться Если, по кораблю и рассмотреть и описать. да, если я... Наташа, давай тоже сюда. Очень интересное Наташа, зрелище, на он счете очень 3 ты высокий. рядом с Таней. 1, 2, 3. Да, я тоже здесь. Мгм. Таня, продолжай. Он очень высокий, мне почему-то идет как восьмиэтажный дом. Мгм. Какой-то такой, почему-то 8 именно этажей. Не знаю, откуда это число взялось. И у него очень острый такой нос. Мгм. И я понимаю, что он набирает какую-то просто сверхскорость. А То есть какой у него метод передвижения? Я имею в виду пропулсии. Это через мачта, или у него есть знаешь, какие-то еще двигатели? что-то такое есть, но я просто нахожусь прям вот, как это называется, корма, да, на корме. Она прям очень такая острая, и я понимаю, Мгм. что он разрезает волны. То Мгм. есть он не просто там как-то на них,
а он прям разрезает эти волны. То есть За он счет своей идет формы, да, она за счет какой-то такой формы, да. обтекаемая, да? А, так, у него сзади что-то, нечто похожее, скажем, на какой-то пропеллер больше, чем на... Ну, я не вижу весел. Я вижу вот сзади вот какой-то, говорю, как То есть пропеллер. в воде находится, да? Ну, частично, нет, подожди. Я вижу огромную его часть этого пропеллера Мгм. выше воды. То Сейчас. есть Ну, до половина деталей находится в воде и половина вне воды, да? нет. Над водой. Мгм, мгм. Над водой. Он не уходит под воду. Какой-то за счет него, походу, Мгм. создается, Поток воздушный, да? да, какая-то прям тяга, Мгм. очень сильный поток вот в эти паруса. М. А мне Ну, идет странно, я не вижу. расшифровка Мгм. всей этой истории, то, что Таня сейчас Давай, да. рассказывает. То, что она сказала, корабль в бутылке. Вот, мне показывают, что вот тогда, когда была Тартария, это была территория, когда еще наша вся ячейка была не под куполом. А вот корабль — это вот как раз уже когда Тартария закончилась, появился новый мир. И вот этот технологический новый мир рассказывает Таня в сопровождении вот этого корабля. И то, что в бутылке, показывает, что это накрыли куполом. Купол. Да, Это под Мгм, куполом. мгм. да. Я И хотел то есть задать вопрос, почему Таню заинтересовала вот эта бутылка? Но ты вот и считала мои выяснилось. мысли. Да, ты была. Да-да-да, ты была прям это. Хорошая подсказка у тебя, Таня. Да. Мгм. Таня, перемещайся еще по кораблю, рассматривай и замечай нечто, что очень важно, какие-то детали важные. Можно я кое-что еще Да, спрошу да. Тани? Таня больше видит вот мелочи. Таня, посмотри, мне приходит информация, там очень завязана французская империя или народы французские. Мгм. Есть там флаг на французский. Мне идет информация в основном. Не флаг, а похож как, знаешь, вот Герб. этот капитан, Мгм. у него как, французская типа Форма, униформа. Ага. форма, да, и вот фуражка такая похожая, вот такая. И капитан, кстати, темноволосый, длинные волосы, Мгм. такие вот ниже плеч, кудрявый и такой нос. Так, девчата, мы Мгм. исследуем Тартарию, и поскольку как М, раз эта цивилизация, как бы она закончилась, как я понимаю, как сказала Наташа, С когда накрытием купола. да, давайте отправимся в тот момент, когда эта цивилизация была над своим пиком развития. На счете 3. 1, 2, 3. Вы над Тартарией, рассмотрите ее. Ну, у нее как бы все время было вот этот вот пик развития. Они э, э, развивались как бы всегда хорошо. Я не наблюдаю каких-то войн, там все такая тишина, все спокойствие, развитие на высоком уровне. Технологии не такие, как мы себе сегодня представляем, индустрия, а какое-то все такое, чтобы природе не навредить. Также дома строились при каких-то высокотехнологических проектах. Я не знаю, что это. Я не считаю, что у нас такое есть. Рассмотрите людей. Что это за люди? Определите в ДНК. И считайте по ДНК, кто это такие. На счете 3. 1, 2, 3. Я считаю, что это люди, и это люди, которые
Ну, могу сейчас себе представить и сравнить, которые также на территории России глубже живут. То есть, ну, назовем это Советский Союз, но это еще больше территория была. Мгм. Вы говорили, что разные народы. Мгм. Чем отличаются вот эти народы друг от друга? Выглядят так же, как сегодня буряты, монголы, Мгм. То есть русские. Не разные, имеют разные какие-то вообще, да. отличия Да, внешние, да? внешность, да. Мгм. Но они развиты одинаково? Да, у них Идет как-то, да. одни правила, как бы законы, но они едины. У них все одинаково. Мгм. Все, Какая организация общества у них? ну, есть какой-то предводитель у них, которому они следуют. Но это не так, как у нас сейчас партия "Тысяча народу". Там, Геннадий, вот, фишка в том, что они телепатически могут, и поэтому нету никакого, воровства, ничего. Никто не может плохо подумать, потому что другой считывает, понимаешь? Это, кстати, так хорошо и правильно. Надо телепатии учиться. А сейчас каждый в своем уме закрытый, а они все раскрытые, понимаешь? Мгм, И мгм. поэтому там не надо много контроля, и не надо там все вот как на ладони вот лежит. И они там радуются жизни, они там намного такие, ну, довольные жизнью, я скажу так. Чем они И занимаются? Вот они построили свои селения, города с хорошей архитектурой. Чем они занимаются, кроме строительства? Какие средства передвижения у них? Какие еще технологии у них? Таня, что ты видишь? Общество у них, да, они разные. А, У них есть совет. Но сначала мне показывали совет 5, а потом шестой он какой-то, как темная лошадка у них. То есть совет 5, но шестой в скобочках. Мгм, Какой-то такой. Надо будет потом посмотреть, что это такое за строй. мгм. Ам, У них, как сказала Наташа, да, вроде как все и технологично, но не навредить природе. Мгм. Оно, видишь, Все как с тем вписывается в природу, да? да, как с тем кораблем. То есть он хоть и деревянный, но в нем есть вот особые какие-то технологии, типа вот этого пропеллера огромного, Мгм, мгм. что позволяет ему набирать скорость, которая не подвластна зачастую сейчас судам. И точно такие же деревянные, вроде как, знаешь, вот машины, ну, некое подобие. То есть Мгм. оно экологичное, там нет железа, вот какое-то оно тоже, знаешь, как из дерева все равно состоят, но притом ездят, как наши современные. Занимаются они земледелием, я вижу и поля обширные, занимаются они точными науками, потому что я вижу некого человека, который смотрит на звезды, небо и что-то там считает и записывает. Такого тоже есть дети. Ну, то есть жизнь кипит. На улице как бы, да, вот играют дети, жизнь кипит. То есть каждый занят своим делом. Какие науки у них есть, кроме, скажем, астрономии или Похоже, да, на астрономию, геометрию, есть химия, потому что очень много, вот я смотрю, всяких пробирочек каких-то. Мгм. А химия для чего они используют? Есть какое-то производство, связано с химией?
Ну, это больше, наверное, Больше алхимия, как я алхимия, да. наблюдаю. Да, Алхимия. больше То есть, алхимия, да. то есть преобразование на таком, Мгм. скажем, Преобразование на каких-то магическом вещей, да. уровне, да? Да-да. А что за земледелие у них? Какие у них культуры? Ну, слушай, ну что-то они там обрабатывают, растут поля. А, что-то похожее то ли на морковь, то ли на свеклу, вот что-то такое. Да, я тоже наблюдаю. Много Да, зелени, знаешь, как да, ботва. Ну, да-да. как бы я не понимаю. И другие какие-то еще Это такие, мы репа. даже не знаем. Репа тоже присутствует. Мгм, И мы, некоторые даже, я думаю, мы не знаем, что это за листочки мгм. такие. Амарант Тоже есть. присутствует, да. А пшеница? Не вижу. Нету, А рожь? Нет такого. То есть такого нету. Картошка, нету. фасоль, Я затрудняюсь ответить, не скажу, не какие-то знаю. бобовые. Бобовые какие-то есть, да, но, наверное, это не фасоль, а что-то Мгм. другое. Но бобовые, Мгм, да. мгм. Есть, деревья, и вот как у нас яблони, Мгм. нечто похожее, что вот, ну, какие-то фрукты растут на деревьях. Пока Есть такое. Таня в городе смотрела, меня почему-то перенесли в деревню, и я наблюдала, знаете, какой у них там строй, они вот живут к поселению, там, ну, как бы есть работа, они там убирают свои поля, а, ну, вечерами они проводят все вместе, они вываливают на улицу, причем я наблюдаю, тут очень тепло. Э, ну, не как вот сейчас, да, скажем, эти места очень холодные. И они просто общаются все вместе. Они жгут костры, Костер горит, да-да. Я прям такая: да, "О, костер горит". и общение, там всякие какие-то хороводы. Вот как раньше в Мгм. старину мы знаем, Мгм, что там вот мгм. так вот на Руси было. И вот такой вот, такие обряды какие-то они проводят в таких народной одежде, в какой-то одежде, одеты они. Ну, костры это тоже очень А как что бы за было. одежда? Как она выглядит? Ну, Ну, какая-то вот похоже на на хлопок, национальную русскую, лен, да, да, что-то. да. Как вышивки какие-то там на ней Мгм. такие Красные. небольшие, да. Красные какие-то такие вот Да-да. зигзаг какой-то, вышивка. Ну, в Какое этом у них селении есть отношение к... старейшина. Мгм. Продолжай, да. Какое отношение? Я думаю, какое слово произносить? Религиозное какое-то у них есть? Ты знаешь, они, я так понимаю, м, верят в землю, в огонь, в солнце, вот что-то такое. У них Я не скажу, многобожие? скорее огонь это не бог огня, а огонь Мгм. это как вот бог, который дает им там свет и тепло. Там солнце это, Это огни? что еще раз? Название. Это огни? Не Нет. понимаю. А что за название вот этого, этих духов? Да и они, как как тебе сказать, они не верят, что, ну, как бы вот солнце, они считают, что это вот, Божество, да? само солнце Нет, божество, они да, а не верят какой-то в дух там, богов, но отвечающий за нет него. такой религии, как сейчас, как сегодня, Мгм, да. мгм. Да, Там не про да. религию, А Геннадий, но как... там они явно верят в богов. Мгм, И я мгм, так понимаю, туда боги, ну, по описанию, иногда прилетают. Ну, вот как бы мгм. цивилизации, мне То кажется, есть вот есть как я какие-то считываю. цивилизации, с кем они Да, контактируют, да? да, есть контакт. Он А, нечастый, но они прилетают, и они к ним, им поклоняются как богам.
Или полубоги, скажем. А боги вот это солнце и, как Таня сказала, Земля, и вода, да, да. огонь. А это как полубоги, но они им тоже поклоняются. У них хороший контакт, они взаимодействуют, получают тоже какие-то технологии определенные, А обмениваются. переместитесь во времени до того момента, когда вот такая цивилизация контактирует с ними. На счете 3. 1, 2, 3. Кого вы видите? Не знаю, белокожий какой-то высокий в синем костюме. На эльф похож. Не наши знакомые. Ну, что-то есть общее, кстати, общие черты. Но я просто как бы боялась ошибиться, знаешь, и сказать, что «О, это точно они». Но очень похожи. Таня, подойди. Считай информацию ДНК. Что за... Сейчас откуда? Ну, подошла к одному, я говорю, ты кто? Мгм. Откуда ты? Он говорит, я ученый. Со звезды, показывает, со звезды. Я говорю, с какой звезды? Ну, типа, он то, что светится. Ну, спроси, как она называется. Сириус? Ну да, да, да. Угу. Да, да, он самый. Наши знакомые, да? Да, теперь точно. Я говорю, а зовут тебя как? Он произнес нечто, то ли Мардок, Мардок, то ли Марлок, как-то так. Он ученый. Мардок или Малок? Как то ли Марлок, как тебя зовут? Еще раз. Марлок? Марлок. Это светлая цивилизация? Считай. Да, да, да. Но я как-то не понимаю его вот этих Мгм. звуков, я не могу их воспроизвести. Мгм. Немного не так, но вот по мне так звучит. Как-то вот, мама. А спроси у него, чем они занимаются на Земле? Если он ученый, что он Он говорит, изучает? мы наблюдаем. Он говорит, мы наблюдаем. Он наблюдает за обществом. Мгм. Они, говорят, молодцы. Они Почему? развиваются. И Мгм. развиваются быстрыми темпами. Мгм. Он говорит, не то, что вы сейчас. Он исследует земные ископаемые тоже. Да, да. Он прям показан, он как на поле. Мы с ним Мгм. стоим. Да, и, кстати, они обмениваются ресурсами. То есть Какими, да? какие-то камни. Минералы? И вот этот, да, знакомый алхимик, которого Мгм. я видела, который делает, С ну, у него лежал пробирками. слиток, да, у него лежал слиток, который то ли золото в платину, то ли платина в золото, вот так вот цвет меняла. Мгм. А, вот этот знакомый отдает каких-то два больших камня, зеленый и красный, этому Марку. Да, там Нет, немножко не алхимия так. очень развита на Да. высокой уровне, и поэтому мы даже их передать не можем, этих опытов, что они там делали, что такие Да, ископаемые, даже которые нам неизвестны. То есть неизвестно, они да. им тоже на Землю сюда поставляли определенные ископаемые,
для некоторых технологий, которые не было на Земле, и они были необходимы, и они им поставляли, а взамен, Мгм. тоже шел какой-то взаимообмен. Плюс, пока Таня рассказывала, наблюдала, они также строили вот эти вот пирамиды. Они чуть по-другому здесь выглядят, как со ступеньками такие сделаны. У них тоже такой интересный вид. То есть то там по всей территории тоже были пирамиды сделаны, А тоже с с помощью, но какой не... Мгм. целью? С какой целью они их строили? Накопление энергии. И Они брали энергию. Ты как знаешь, как эту энергию они цистерна. Мгм. и потом что они с этой энергией делали? А под землей, кстати, тоже есть пирамиды. И как раз энергию заключали вот в похожие камни. А камни действовали как батарейки, кстати. Они ее использовали тоже для технологии, Геннадия, эту энергию. Мгм, мгм, мгм. Но как цистерна, вот для нашего понятия, если вот как взять энергию, вот у нас бензин, например, в Да, я цистернах, а вот тут они энергию собирали вот именно вот в этих пирамидах. то есть пирамиды использовались как накопители, да, как, Да, генераторы энергии. А да. какую они энергию собирали? Земную или космическую? Я И затрудняюсь даже ответить, что это за энергия. Слушай, похоже, что космическую, потому что луч в космос бьет так куда-то. луч бьет, он, может быть, направляет туда энергию? Я как бы считываю, что они ее создавали, как бы эту энергию, потом туда в накопитель, а Мгм. потом Они её ее, ну, как в забирали, да, генератор. Да. забирали. То есть через пирамиду они, забирали эту энергию. Да, но по Но какому-то каналу. Я вот к чему. посмотрите, эта энергия была извлечена от людей? Нет, вообще Нет, идет, что нет. это Она ну, какой? Что? телурическая, земная, Непонятно. Она космическая, космическая, да? да. Они ее как бы собирают ее туда, я не пойму, Мгм. но это так же и люди это делают, как бы это не про то, что человеческую энергию забирают потом инопланетяне. Здесь по-другому. Они ее в технологиях используют. Вот в Мгм. этих цистернах они собирают, а потом используют в своих целях определенных. Мгм. А люди используют эту энергию? Вот именно я про людей. Мгм. Их научили, они так делают, и люди используют эту энергию. Мгм. Чё-то какие-то поливалки еще я вижу, которые в полях поливают. Тоже Мгм. такие какие-то То странные. есть, какие-то продукты, которые производят на полях, они передают? Есть такое, да. Прислал подтверждение, А мед? что да, тоже делится. Есть у них мед? Как-то нет подтверждения. Но Может, что-то есть другое. В Тартарии есть мед. Это, во всяком случае, у инопланетян я не считываю. Но Мгм. это как раз тот товар, которым они могут обмениваться. Они постоянно обмениваются, что есть у одних, то, чего у Мгм. других нету. Это, во-первых. А во-вторых, я считаю, что они намного меньше кушали, и вообще питание было совершенно другим. Они очень много питались вот репа, морковь, зелень и какие-то сыпучие тоже еще продукты. Я не знаю, что это за зерно. Есть какие-то каши? Да. Что-то похожее, да, есть. Но не А, наблюдаю, вот как у нас пшено, да, Геннадий, вот мгм, мгм, пшеница и всякое такое, а Какие-то какая-то семечки скорее, да. экзотическая, мгм. скажу, да. Мгм. Я докопалась до этого эльфа, говорю: "Ну, скажи по буквам имя". Он Марилок. Марилок. Марилок его зовут. Я говорю: "А покажи, что делаешь". У него в руке, нечто похожее на шкатулку и лупу. И вот он туда Это засовывает, как как микроскоп? знаешь.
Ну, похоже, но только маленький, и вот в руке М. у него на ладони. Вот как шкатулка и лупа такая. И он показывает, засунул туда кусочек земли и что-то там разглядывает. Какие-то светящиеся там штучки. Какого Как, цвета почва? ты знаешь, она как темно-коричневая, но в ней вот что-то, если у него в шкатулке, то вот что-то светится в ней. То есть какая-то есть примесь кристалликов каких-то. Мгм. То есть это не просто как вот у нас какая-то вот с чем-то. Можно я сейчас еще скажу? Я как Да. раз пошла на севере, наблюдаю северное сияние. Не поверите, люди выплыли все на улицу, вылетели, руки кверху поднимают и принимают эту энергию как, О, Напрямую, да? да, как будто, ну, они могут с ней Заряжаются? коммуницировать, да, это как заряд идет энергии. Они ее считывают, и все стоят довольные, что, ну, как бы заполнились определенно. Они считают ее божественной энергией. Наташа, на счете 3 мы втроем встречаемся и рядом с этими людьми. 1, 2, 3. Поднимаем руки Мгм. и принимаем эту энергию и мы. Втягиваем ее в нас. Опиши, пожалуйста, как ты чувствуешь эту энергию? Что это за энергия? У меня пошло тепло. Я Мгм. чувствую где-то желудок, живот где-то в этом районе, Мгм. грудь. Э, То есть это, знаете, как питание для души. Мгм. Какие чакры наполняются этой энергией? Что ты чувствуешь? Самое главное это зеленое. Зеленая, Зелё да? Это душевное, питание. Вот есть физическое, что мы сейчас с Таней на полях рассматривали, а это душевное питание. И они понимают, что душу надо также питать, если не больше, как тело. То есть, вот сейчас понимаете, в чём фишка? Мы зациклены на вот этом вот питании, на ужасном, Мгм. что Мгм. надо желудок набить, сознание, душа закрывается, а вот чем надо питаться. Сколько мы можем этой энергии накопить в себе? Ну, пока вот принимает, мы стоим, она М. принимает, да. А как бы они, я с них считываю, что люди понимают, когда им, ну, предел Мгм. насыщения пришел. Насыщение. Наташа, у нас тоже бывает сияние. Мы можем подключиться к этому сиянию, зарядиться. Ну, как бы, я даже не знаю, как это передать. Наше тело очень много помех и плохо воспринимает эти То есть энергии. мы Нам надо очищаться, Геннадий. очень грубые мы, да? Мысли и, ну, как тело очищать, там очень много очищения надо пройти, чтобы вот это вот воспринять. Но мы можем переместиться в то сияние, в тонких телах, дабы искупаться, очищаться. Что тебе идет? Но может и опасность быть высокая, потому что Мгм. она может как бы и обжечь, может быть, очень много ее. Мгм. А вот та энергия, которая там, в таре, от той, которая сейчас у нас под куполом, она отличается? Да. Мгм. Чем отличается? Насыщенностью. Качеством, да? Да, да.
Как часто вот это сияние возникает на Тартаре? Ну, я так понимаю, что не так часто, но как только это происходит, они, ну, как бы предчувствуют или даже знают, и все выбегают, ну, скажем, раз в 2 месяца, вот так где-то, я не знаю, М. примерно так. Насытились мы этой энергией. Да, не знаю, вы чувствуете, у меня вот сердце, живот, солнечное сплетение, прям горячо, все так Горит, стало. да, горит. Мгм. Бывает там в Тартаре зима. Что вы считываете? М. Сложно сказать, меня почему-то постоянно в лето уносит. Эм, Я тоже наблюдаю большая территория, там все время тепло, но есть такие места, вот наблюдаю, знаешь, где на востоке совсем, что там все-таки какая-то зима еще существует. Некоторые места имеют зиму в Канаде. То есть, А больше северной территории, да? То есть, северо-восточные, вот так получается, сказать. центральные части, э, ячейки наши, да? Там то, что мы называем север, там более низкая температура, да? Смотри, вся территория Тартарии, как я наблюдаю, там хорошо. А вот там, где, скажем, на сегодняшней карте Мурманск, я наблюдаю на востоке. На Мгм. востоке, я считаю, Так там Мурманск не на востоке, а на западе. на востоке России Мурманск. М. Мурманск на западе. Якутия, Ну где да, да. находится? На востоке России. На Вот. востоке. Ну А вот, Мурманск в другой извиняюсь. Да, я извиняюсь. Я про и вот на самом, где вот там вот, где Корея, да, находится, и вот ниже уже. Но мы Мгм. вот про восток, России разговариваем. Вот там я наблюдаю, что там, как бы существует зима. Я не знаю, Таня может по-другому считать, но я рассчитываю большая территория все время как лето, весна, весна, лето. Мгм. А считайте, сколько городов? Вот сколько городов есть, поселений, в принципе, и сохранились ли какие-то до сегодняшних дней? На счете 3. 1, 2, 3. У меня почему-то идет такая цифра 177. И что сохранились, да. Мне идут, какие города. Да, ты города хочешь знать, Геннадий? Вообще, если что-то Э, сохранилось да, до сегодняшних дней. да. Вот эти вот, многие постройки, которые вот с куполами мы наблюдаем, как церкви или что-то такое, это, некоторые сохранились еще оттуда, ну, какие-то были отреставрированы по тем меркам еще сделаны. Вот, почему-то мне пришло, Санкт-Петербург, Ярославль и Суздаль. Это такие одни из древнейших поселений, ну, можно сказать, Мгм. городов, где, очень, старые постройки. А есть на востоке какие-то города? Дальний Восток. Там я больше наблюдаю, больше как поселение. Или Таня, что ты там видишь, какие-нибудь большие города? Я вижу поселения там большие, но Поселение, да. не наблюдаю, Геннадий, там, наверное, центр все-таки был вот здесь, западная, Мгм. территория. Где Запад.
потому что здесь оно тоже заселено, но ну, постольку-поскольку и живут в таких, ну, как избушки какие-то, вот такое что-то, какие-то Деревянные, да? постройки. Да, да. А вот эти европейские страны, вы говорили, что от океана до океана. Мгм. Здесь как? Есть города? То же самое, такое строение, как принцип солнышка, знаешь, вот так. Центр и лучики. Я наблюдаю, Восточная Европа туда входила. Западная Европа туда не входит. Мгм. И здесь они не так развиты. Тоже что, Тань, ты сказала, поселения, да? Я вижу поселения какие-то, я не вижу Да, больших да, да. городов, Я такие как говорю, как центр и развитые. лучики. Да, такие как там развитые не были. Соответствует контуру Евразии, то, что мы знаем по карте современной, с тем контуром, который Да, во времена Тартарии. да, не совсем. Э, Мне кажется, больше. Больше, Оно, да? Больше суши, да? оно Мгм. близко к тому, что вот сейчас Евразия. Как они перемещаются между поселениями? Есть сеть дорог. Есть дороги, есть вот такие вот машинки по воде, по суше, по воде. Мгм. Ну, вот все пытаюсь рассмотреть по воздуху, но понимаю, что что-то такое должно быть, но пока не вижу. Я считываю, почему-то они, я не знаю, как это назвать, телепатически перетрансформируются, не Вот, А, перемещаются, да, телепортируется, да? скорее всего, телепортируются, да. да, благодарю. Да-да, скорее всего, телепорт это. Присутствуют тоже Есть специальные эти места, где они телепортируются. да, как места силы какой-то, как портал или что-то такое, да, Тань? Скорее порталы, да. Да, с помощью порталов. Сейчас Абсолютно. наблюдаю где-то в Женщина горах. заходит. Да, камень. Женщина заходит в такой камень, стоит огромный. Камень, как порт, да? Нет, около него. Какая-то арка, какая-то сфера. Что за... Как выглядит Как, порт? как круг. Мгм, М, мгм. Круг. Круг с искаженный, вот с искаженным таким наполнением. Мгм. Такое. Как воронка. О, точно, как воронка выглядит. А могут они перемещаться сквозь время? Слушай, у меня идет четко, да. Прям четко, ты даже Да, мне вопрос не тоже успел пришло задать. да, но Мгм. они, ну, как бы это не практикуется. Ну, вроде бы оно и не запретно, но они говорят, лучше не надо. Да. Что у них не очень хороший опыт был с тем, что перемещением в прошлое или в будущее, поэтому они От этого не приветствуют. откуда у них эти технологии с портами, с телепортацией? Ну, порты, я так понимаю, что вот эти вот, они есть в принципе даже сейчас, вот эти порталы. Мгм. Да, Можно они и по сейчас, да, наследству это им делать. Просто передаются. просто никто о них не знает, да? Они их Ну, кто-то уничтожили. знает.
Они Да. там живут, Геннадий, очень долго. И они очень такие, там очень много стариков, которые, я считываю, очень много живут, за 200 лет. И они это передают, то есть если люди долго живут, информацию друг другу передают эту. Мгм, мгм. А их как бы уничтожили при поставке купола, уничтожили Мгм. их и Давайте, уничтожили давайте, информацию. давайте считаем, есть ли у них какие-то интерференции у этих людей? Нету. Когда вот этот купол был построен? Сколько лет тому назад? Мне почему-то идет с приходом Петра Первого, когда он его заменили. Так. Кто этот купол ставит? М. Ну, я скажу так, что это инопланетные отрицательные какие-то ставят по совокупности, по договоренности. Ну, мне все время идет почему-то Франция. Франция, но там не только Франция, там Запад тоже очень замешан. Э, Какие-то оккультные там, я не знаю, сообщества, что-то такое уже тогда существовало, которые, э, ну, у них была мысль поработить весь мир. И они в сообществе вот с этими деструктивными цивилизациями. То есть они сами не могут купол поставить, его поставили те, кто более развитый, да. а как он сформировался? Как его Его залили. залили, да? Мгм. Как будто вот так, знаешь, мне как раз вот это пришла информация, как будто вылили нечто, которое вот так распределилось, Мгм. как вот по полюсам, типа по линиям вот этим Земли, и как приняло свою форму благодаря Мгм. вот всяким вот, как Они это, сперва магнитным, установили не, какую-то сетку, да? Какую-то нет, основу? м, Или как они налили так, что оно нет, оно как раз было под силами вот запрограммировано? этих, да нет, под силами вот этих линий, как сила Мгм. гравитации и Да-да, полей вот да-да. этих Земли. Они как залили и вот Они вдоль, да? просчитали, что оно так легло. А мне идет информация, вы можете себе представить, что могут люди сделать вот с муравьиным, как он называется, ну не гнездо, а как не улей, Муравейник, муравейник, муравейник. да. То есть вы можете подойти, сделать большой купол, накрыли и все. А вот эти вот цивилизации, им также это просто, как вам сделать это с муравейником. Мгм. То есть насколько они были более продвинуты в технологиях, да? Да. А есть гиганты среди цивилизаций Тартарии? Чё-то не приходит подтверждение. Не Нет, приходит, да? мне тоже нет. М, м. А вот эти старые города, если взять, они были частично покрыты здания покрыты землей. От чего? Мне идет как бы, что как землетрясение или что-то такое. Люди понимали, что их обманули с этим куполом. Они стали понимать вот это вот взаимодействие энергии или что-то такое. Там происходили восстания, и
это было, ну, как бы произведено, чтобы люди успокоились, чтобы, ну, как несчастья происходили, трясло, засыпало землей. Я не знаю, Таня, может, что ты считываешь? У меня шло как извержение вулкана, скорее, не землей, как пеплом все равно. Но это как бы Что-то такое сделано. было. Они, люди восстали из-за этого купола, и инопланетные эти им устроили. А когда была цивилизация уничтожена, Тартария? Но я не считаю, что она была уничтожена, Геннадий. Она существовала, ее просто переписывали историю, меняли, То есть постепенно уничтожили, ее как бы удаляли, да? да, уничтожили те, которые могли информацию нести, то есть старцев. И, и остальное все осталось, как бы, ну, как бы чуть-чуть запугивали все время эта территория. Вот Мгм. мне идет даже информация до сегодняшнего дня, их надо запугивать, держать под гнетом, потому что вот эта вот духовность, она может проснуться, потому что купол ушел вот над вот этой территорией, купола нету, потому что люди проснулись, многие проснулись люди. И вот эту картину я уже наблюдала, что купола уже нету. Он местами остался, они его своим сознанием, что вот духовностью, просыпанием, они его раскрыли. Какова цель купола? Взять людей под контроль. Это тот же ресурс, который можно использовать на энергетическом уровне для Мгм. деструктивных цивилизаций. Купол используется для какого-то воздействия на людей? Сознание закрывает. Да, но как это закрывает? Через воздействие каких-то частот? Ну, а если купол, понимаешь, вот здесь закрыто, люди уже не могут космическую энергию То получать. есть Она не связаться с... проходит. Мгм, мгм. То есть есть места, где купол уже утончился или вообще... Вообще раскрылся. Вот именно над Россией не во всех частях, но очень много уже открыто частей. где еще купол Купол есть везде. открыт? Над каких территориях еще? Я уже смотрела, Геннадий, нету больше территорий. Может, Таня, может, что-то считает по-другому. Единственное, что М-м. э, вот, ну и то я не наблюдаю. Э, нет, только здесь. Только Мгм. здесь открыто. Остальное все в тумане закрыто, запечатано. Мгм. Есть какие-то надписи или какие-то книги, библиотеки, которые содержат информацию про Тар- Тартарию? Да, много такой информации, которая засекречена, спрятана и не подлежит нормальному облику человека. Где она спрятана? Что вы считываете? Например, в В Ватикане. каких-то архивах, да. Библиотека Ивана Грозного. Это как раз Там тоже хранится содержится такой информация об этом. информации? Да. Те, которые управляют миром, ну, которые правители мира, они тщательно скрывают всю эту информацию. Они, ну, как бы, знаете, что я вот считываю, что они ее тщательно скрывают, но все равно где-то просачивается. И вот это вот открытие купола, и они не могут удержать сейчас и стараются всячески проблемы делать везде, во всем мире. И сейчас они будут еще больше, чтобы человек как можно дольше не просыпался. Но они хотят предотвратить это, чтобы люди вот этот купол разорвали своим сознанием. Почему Наполеон напал
на Россию? Почему он двигался к Москве? Чтобы уничтожить вот эти еще остатки То есть, знаний и людей, чтобы, ну, тот же самое запугать, зашугать народ, чтобы эта информация с корнем умерла. то есть это не война Наполеона с Россией, а Наполеона с Тартарией, с остатками Тартарии, да? Да, ну как я считаю, в это время она уже не была Тартария, но Мгм. все-таки То есть это, оставались знания то есть определенные, какие-то остатки. да, воспоминаний и той духовности, которую они вели. Вот это Сколько лет, надо было сколько искоренить. лет до того, как исчезла Тартария, прошло? Мне идет 300 лет. Ну, где-то так, да, 300-400. Так делалось, знаешь, как бы постепенно, набегами и из поколения в поколение, чтобы не передавали. Но есть, вот я наблюдаю, как бы есть еще поселения, я не знаю, они даже похожи, ну, в моем понимании, как шаманы или что-то такое. Они владеют этой информацией, передают дальше. Но, знаешь, если они вот в цивилизационный мир это вынесут, им всем покажут, вы что, с ума сошли? Э, То есть люди настолько это Наташа, все на забыли. счете 3 ищешь такое поселение и отправляемся туда. 1, 2, 3. Мгм. Мы здесь. Мгм. Опиши, пожалуйста, что за поселение, где оно находится. А, ну, я так думаю, что это Якутия. Мгм. Очень похоже, такие плоское лицо, вот как Мгм. шаманы выглядели, темные. Ну, что-то тоже на монгольское лицо похоже, да, Мгм. вот сравниваю, если. Подойти к нему, Да. к шаману. Как его зовут? Ну, я не знаю, Халиёл какое-то у него такое имя интересно, Халиёл. Я считаю, да, не знаю. Ты мне позволишь с ним пообщаться? Да, Халиёл, приветствую тебя. ты знаешь, он начинает бить в бубен, и вот такое он, ну, это, ну, это в Якутии, да, наверное, тоже точно делают. Какие-то звуки издает Мгм. ртом. Но это Он нас приветствие, это Это его приветствие. Вот. приветствие, да? Мгм, мгм. Мгм. Можем тебе задать какие-то вопросы насчет, Тартарии? Мы исследуем эту тематику, и нам интересно знать Он так кое-что о ней. одернулся, головой повернулся, как будто бы опасность учуял. Как Учуял бы, опасность от нас? э, ну, он подозревает, что нас кто-то заслал или что-то такое. Ну да, он не хочет говорить об этом. Пускай он считает нас, считает наши намерения. Ну, позволяем ему это делать. Он говорит, что вы хотите знать. Хотим знать про Тартарию какие-то знания, потому что эта цивилизация для нас интересна, но мы ничего не знаем о ней. Что он может нам сказать? Эти знания засекречены, погребены, и об этом он не имеет права разглашать тайну. Но вы сами скоро об этом все узнаете.
это уже плавает на поверхности и выходит маленькими шажками на улицу, и люди начинают считывать эту информацию, и вам будет все понятно, когда вы будете воспринимать понемножку, а не сразу в лоб всю информацию. Это запрет. Но он может что-то нам передать? Так, ментально. Ну, она говорит все на поверхности. Мгм. И я считываю, он мне говорит, верьте в себя, верьте в Бога. В какого Бога нам нужно верить? Тот, который все создал. В Создателе, В Творца, да. в Творце, Да, да. в Творце. Творца. М. Остались ли еще... Вот сейчас, минутку, он как бы мне говорит, что все переписано, все не так, не верьте этому. И, ну, я ему как бы даю понять, что мы в это не верим, поэтому хотим новой информации. И он говорит, это будет возвращаться на круги своя, что это будет примерно то повторение, Геннадий, знаешь, как было. Эта территория будет увеличиваться, и эта территория будет определенными знаниями владеть. То есть она вскроется на 100%, и оно как бы, ну, Когда проснется все. прообразится, да? Вся вот, ой, у меня аж Мгм. мурашки, вся вот эта вот вера в Бога, вся духовность, вся вот эта технология, она вся откроется и вся начнется передавать. И люди начнут опять вот ту жизнь, оно как бы та цивилизация возродится опять в людях. То есть у людях это в памяти заложено, и там надо только вот как бы вспомнить. Эта Да, то есть информация всплывет, и они вспомнят. генетическая память Да, содержит такую информацию, да? конечно. Может ли он нам помочь открыть наше видение более сильно? Ну, он какой-то ритуал может провести для открытия канала Мгм. какого-то. Он Да, может, он может это проделать для нас? он уже начал прям вот в бубен, и говорю, вот он вот как Да-да. приветствовал, у него такие звуки, Мгм. что-то поет, напевает, Мгм. что-то между монгольским и якутским, что-то такое вот связано какое-то. И вокруг ходит по кругу, как-то в бубен бьет. И, ну, если можно это назвать, поет. Вот это давление у меня в голове, это Мгм. воздействие? Да. Меня тоже давит третий глаз. Вы не чувствуете? Мгм. Мне прям И третий, но Мгм. у висков, Мгм. да, виски. виски тоже, да. Но в основном у меня третий глаз прям сюда, аж как трубу вот Да-да, вот так, втыкает. да, есть. Мгм. Скажете, когда закончит ритуал? Я себя вижу, как будто я сейчас вот на него смотрю, и у меня с третьего глаза как луч лазерный выходит. Мгм. А у Тани и у тебя прям над головой, знаете, вот как это, ну как ее назвать, можно сказать, как корона, как такие лучи прям с головы выходят. То ли они в Ну, голову заходят, то ли с головы выходят, у не меня пойму. вот так вот, да, вся эта прям давит знание.
Он закончил. Мгм. Мы прощаемся с Халиолом. Сердечно благодарим за то, что он проделал этот ритуал для нас. Всех благ ему и света. На счете 3 Мгм. мы здесь и сейчас. 1, 2, 3. Как вы себя чувствуете? Ну, голова так и давит. Да, у меня тоже остается. Да, Вот меня прям отпустило. Третий виски, глаз макушка. отпустил. Виски и голова. У меня Да, да, у меня тоже давит мгм, мгм. макушка и виски. Как будто я что-то одел. Мгм. Я тоже Ну, виски только осталось, но третий глаз у меня прям так сильно, прям как будто что-то засовывали мне туда. Ничего, будем вспоминать. ну что, девчата, можем закончить наш сеанс? Интересный был сеанс. Мгм.